Наняли недавно продажника. При прохождении испытательного срока возникла следующая ситуация. Хорошо консультирует клиентов, хорошо осваивает инструкции специалиста по продажам, но категорически отказывается изучать общую политику компании. Ну, знаете, это как... бывают такие вещи, как загадка природы. И можно по-разному к этому подходить, можно пытаться за этим наблюдать, но я в таких случаях просто иду к этому человеку, потому что это чудеса. Понимаете, человек пришел работать в компании есть определенные регламенты, которые должны знать все сотрудники компании. И он отказывается их изучать. Ну, первое, что я бы сделал, я бы пошел к этому человеку, причем я бы сам это сделал. Я бы не посылал даже руководителей. Почему? Потому что большую часть регламентов компании когда-то я создавал сам. Понятно, они с тех пор уже давно усовершенствованы. Туда приложили руку там, много наших классных, талантливых руководителей, специалистов. Но я бы это сделал сам, потому что мне интересно. Мне просто интересно понять, что у него в голове. То есть, скорее всего, мы что-то не дотянули в анбординг этого сотрудника. Например, в анбординге сотрудника мы не дотянули такой момент, когда мы ему объяснили вещь, которая иногда кажется вам очевидной. Это то, что если ты работаешь в компании, то ты член команды. И у каждой команды есть свои правила. И если ты хочешь эффективно играть как член команды, ты должен знать правила, по которым играет команда. По-моему, звучит очень простенько и довольно доступно. Возможно, этому человеку мы не объяснили эту простую идею. Он ее не понимает. Возможно, его концепция работы в компании — это вот у меня есть свой маленький уголок, своя норка. Я сижу в этой норке, я выполняю свою работу, мне наплевать на всех, я не хочу ни с кем иметь дело, и не трогайте меня, я буду хорошо делать свою работу. Но если у человека есть такая точка зрения, то неплохо бы эту точку зрения изменить. Единственное, что заставит меня передумать, это знак свыше. Ну что, Барт, такой знак тебя устроит? В самом начале. Мы это делаем всегда во время анбординга. Мы это объясняем, что наша компания — это команда. Команда — это там, где есть взаимодействие. Мы приводим примеры, мы проясняем, мы помогаем человеку разобраться, от кого он в компании зависит и как. И иногда люди с удивлением обнаруживают, что если ты продавец, то ты очень сильно зависишь от отдела маркетинга, потому что он генерирует лиды. А отдел маркетинга зависит от тебя, потому что им интересно и важно знать, а что там говорят клиенты и каково их мнение. И нужно помогать друг другу, обмениваться информацией. Что ты, как продавец, очень сильно зависишь, например, от бухгалтерии, которая должна тебе предоставлять там данные о том, что происходит там с твоими клиентами, с оплатами. А бухгалтерия зависит от тебя, потому что если отдел продаж не дает планы продаж, я имею в виду бухгалтерия, финансы, то откуда финансисты поймут, а как же им планировать, где они возьмут данные о том, как им планировать. Может быть, им сейчас пояса надо затянуть, а может быть, нет. Для этого нужно понимать планы по продажам. И когда мы нашим сотрудникам объясняем, что каждый в этой команде зависит от остальных, каждый, и продавец зависит от всех остальных, и все остальные зависят от продавца, мы это проясняем, мы делаем так, чтобы ребята приводили много примеров, разбирались. Мы используем функциональную структуру, говорим, вот посмотри вот, например, здесь такое подразделение, посмотри, какой результат они производят. Как это связано с твоей работой? То есть мы заставляем их мыслить. И мы этот вопрос очень глубоко проясняем. Вот после этого у человека не возникает никаких возражений в отношении того, а почему мне нужно знать, по каким принципам работает компания. А почему мне нужно знать вот эти общие регламенты? Ни у кого такой вопрос не возникает. Вопросы? Попробуйте взять этого человека, подвести его к вашей функциональной структуре, где есть все подразделения, есть все сотрудники, указаны все результаты, ожидаемые от подразделений. Попробуйте сыграть такую игру. Вот посмотри, ты находишься здесь, правильно, какой у тебя результат? У меня заключенные сделки. Хорошо. А вот смотри, у нас отдел рекламы. У него какой результат? Квалифицированные лиды, с которыми могут работать продавцы. Хорошо. Что ты от них получаешь? Тебе это ценно? Ценно. А что они от тебя получают? А вот посмотри на бухгалтерию. Что ты от них получаешь? А что они от тебя получают? А вот посмотри на пиар, который создает имидж компании.
Ты получаешь что-то от того, что у нашей компании хороший имидж, хороший пиар, что нас знают, что у нас выходят какие-то статьи. В результате, когда к тебе приходят люди, и ты им говоришь, ну вот, знаете, мы вам можем предложить вот это и вот это, они соглашаются, потому что они уже что-то о вас слышали, у них есть хорошее мнение. А это результат пиара. Ты от этого получаешь как продавец. Отлично. А что они от тебя получают как от продавца? Новых клиентов, которые довольны, которые потом можно использовать в пиаре и так далее, и так далее. Поиграйте с человеком в такую игру, чтобы он просто... У него в голове установилась вот эта вот взаимосвязь элементов целого, понимание командности. Может быть, просто в его работе и в его жизни он никогда не смотрел на компанию, на бизнес, на организацию с этой точки зрения. И это будет для него новой идеей. И после этого задайте вопрос, если мы работаем все вместе как команда, тебе же надо понимать, по каким правилам, что за основные правила, по которым мы взаимодействуем. Надо. Отлично. Изучай. Все. Бац. И вопрос будет снят раз и навсегда.